Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь один из самых популярных и иконических десертов Португалии – паштель де ната. Тесто для паштель де ната очень своеобразное. Оно напоминает что-то среднее между слоеным тестом и тестом фила. Для его приготовления смешаем муку, соль и воду и замесим в течение 2 минут. Затем оставим клейковину расслабиться и замесим еще раз в течение 2 минут. После замеса тесто необходимо убрать в холодильник на 3-4 часа как минимум. Это очень удобное тесто, потому что его можно оставить до следующего дня и выпекать по вашему графику, когда вам будет удобно. История паштель де ната уходит корнями в прошлое и связана с монастырской кухней Лиссабона. Паштель де ната был создан в монастыре Жеронимуш, тогда пригороде Лиссабона, в районе Белен. Монахи и монахини использовали яичный белок для глажения одежды, а желток оставался в избытке, поэтому они решили использовать его для выпечки десерта. Такая практика была довольно-таки распространенная, и ей обязан другой очень популярный десерт во Франции, а именно каннеле. Там тоже монахи использовали избыток желтков для именно этого, ставшего впоследствии культовым десертом Бордо. Монастырь Жеронимуш сегодня является грандиозным архитектурным памятником в Лиссабоне и находится под защитой ЮНЕСКО, которая объявила его одним из архитектурных памятников человечества. В 1837 году рецепт был передан светским людям, предпринимателям и стал выпускаться под названием Паштей де Белен кондитерской фирмой под тем же названием Фабрика де Паштей де Белен. Эта фирма до сих пор производит паштель де ната по тому традиционному рецепту. Этот рецепт находится в строжайшем секрете. На всей планете Земля существует всего 7 человек, которые знают этот рецепт, а в фирме работают 4 человека. При изготовлении паштель де ната по традиционному рецепту они заходят в специальную комнату, которая называется секретной, и готовят там как тесто, так и начинку. Тем не менее, множество кафе и пекарен изготавливают этот прекрасный десерт, ничем не уступающий по вкусу десерту от Фабрика де Паштель де Белен. Я этот десерт пробовала как по традиционному рецепту, так и по рецепту, который изготавливают другие пекарни и кафе. И могу с уверенностью сказать, что рецепты, которые делают другие пекарни и кофейни, ничем не уступают тому традиционному рецепту.
Раскатывая тесто, следует быть особенно аккуратным для того, чтобы раскатать его максимально тонко. Не переживайте, если где-то этот кусок теста порвется, это не страшно. Главное, чтобы он был максимально тонким, потому что именно эта тонкость впоследствии и придаст необходимую хрусткость тесту. В рецептуре я дала ингредиенты для теста на 12 штук паштель де ната и крем на 6 штук. Половину теста я убираю в холодильник и делаю его через несколько дней, потому что паштель де ната нужно употребить в тот же день. Она не очень хорошо поддается хранению, поэтому сделайте тесто на 12 штук, а крем на 6. На этот рецепт идет 100 грамм сливочного масла комнатной температуры, поэтому при слоении 3 кусков это общее количество вы просто на глаз делите на 3. Пока тесто находится в холодильнике, необходимо приготовить крем. Для него смешаем указанные ингредиенты, доведем до кипения и проварим 1 минуту, а затем остудим 10 минут. В отдельной емкости смешаем молоко, сливки и муку, взобьем венчиком и доведем до кипения. Уберем с огня и добавим желтки. После этого введем слегка остывший сахарный сироп. Все перемешаем и еще раз доведем до кипения. Снимем с огня, процедим, слегка остудим и выложим в кондитерский мешок. Как я уже сказала, рецептура теста у меня на 12 десертов, поэтому я делю тесто напополам, половину убираю в холодильник, там оно может храниться несколько дней, а вторую половину делю на 6 равных частей и
выкладываю в формочки. Для паштель де ната существуют специальные формочки, но если у вас их нет, вы просто можете выкладывать формы для капкейков. Это не принципиально. Тесто просто вдавливается пальцами в формочку и распределяется по всей поверхности. Не переживайте, если оно будет не полностью равномерно, это не страшно. После того, как вы распределили тесто по формочкам, его нужно опять охладить. Для этого нужно поставить его в холодильник на 2-3 часа. Затем достаем формочки из холодильника, заполняем их кремом и выпекаем в течение 10 минут при 250 градусов Цельсия. Для того, чтобы придать своеобразный, традиционный, классический лук поверхности паштель де ната, нужно поставить на 1 минуту уже готовые изделия под гриль. Я настоятельно советую вам попробовать испечь этот классический, культовый португальский десерт из Лиссабона. Он совершенно точно не оставит вас равнодушными и станет одним из ваших самых любимых десертов. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!